Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу показать, как связать милый и нежный узор вот к такому стильному джемперу для девочки. Девочки такие смышленые и беззаботные, сколько в них энергии и смеха. Мамы и бабушки, тети и сестренки, мы просто обязаны беречь этот огонек нежности, который бегает и живет возле нас. Поэтому вяжем для девочек удобную и стильную одежду, которая не будет мешать их активности. Если связать такой джемпер в белом цвете, он отлично подойдет к школьной форме. Перед вами схема узора. На схеме горизонтальные черточки — это изнаночные петли, вертикальные черточки — это лицевые петли. Вот такая скобка — это накид. Треугольник с наклоном вправо означает 2 петли вместе, провязанные одной лицевой петлей с наклоном вправо. Треугольник с наклоном влево означает 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Вот такая вот галочка, внутри которой цифра 5, означает провязать 5 петель вместе с одной центральной петлей сверху. То есть из 5 петель необходимо вывязать одну петлю. Плюсики на схеме означают кромочные петли. Раппорт узора в высоту состоит из 10 рядов. В ширину раппорт узора состоит из 11 петель. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно отделиться на 11 на число петель раппорта, плюс необходимо добавить 2 кромочные петли. Для вязания по кругу необходимо набрать количество петель, которое делится на 11, на число петель раппорта, которое выделено здесь рамкой. Кромочные петли при вязании по кругу набирать не нужно, но нужно добавить одну петлю для замыкания петель в круг. Схема очень простая для вывязывания. Я покажу, как провязывать все эти обозначения. И вот это обозначение 5 петель вместе, центральной сверху, при классическом способе вязания и при бабушкином способе вязания. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. Для образца поворотными рядами на спице я набрала 24 петли. Это 2 раппорта по 11 петель, 22 петли плюс 2 кромочные петли, 24 петли. И провязала один подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаю, она не входит в раппорт. И далее начинаю провязывать первый лицевой ряд справа налево по условным обозначениям схемы. Он одинаково вяжется и при круговом вязании, и при поворотном, точно так же. Кромочную петлю снимаю, дальше провязываю изнаночную петлю, 2 лицевые петли, затем необходимо провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Для того, чтобы провязать 2 петли вместе с наклоном вправо, петли должны расположены быть классически. То есть правая дужка петель должна находиться перед спицей. Я же вяжу бабушкиным способом вязания. Правая дужка петли у меня находится за спицей. Поэтому я разворачиваю 2 петли. И теперь правые дужки петель у меня находятся перед спицей. И провязываю эти 2 петли вот таким образом. За 2 дужки правые, которые перед спицей теперь. С наклоном вправо.
Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сразу провязываете 2 петли вместе, как я показала, не разворачивая петли. Далее делаем накид, лицевая петля, накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. И далее необходимо провязать 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Петли должны быть при этом расположены, как при бабушкином способе вязания. Должны быть открыты, развернуты, и правая дужка должна находиться за спицей. И я вот так сразу провязываю эти 2 петли за задние стенки с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, у вас петли расположены правыми дужками перед спицей. Вот так. Правая дужка петли перед спицей. Петля, правая дужка перед спицей. Вы должны развернуть эти 2 петли. Вот так. Поменять положение петель на бабушкино. И тоже провязать их вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Вот так. Далее идут 2 лицевые петли, изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора. Разделяем раппорты узора маркером. Повторяем раппорт узора. Изнаночная петля, 2 лицевые петли, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Накид, лицевая петля, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Не разворачивая петли при бабушкином способе вязания, я провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. И 2 лицевые петли. И заканчиваем раппорт изнаночной петлей. Мы провязали второй раппорт узора. Вы повторяете раппорты, разделяя их маркерами. Все ваши раппорты до конца ряда. И в конце ряда кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Все изнаночные ряды 2, 4, 6, 8 и 10 в этом узоре вяжутся по рисунку. То есть видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем при поворотном вязании изнаночной петлей, а при круговом вязании лицевой петлей. Я буду провязывать все четные ряды 2, 4, 6, 8 и 10 за кадром. Я думаю, вы тоже сможете сами провязать петли по рисунку. Третий лицевой ряд. Все нечетные ряды вяжутся одинаково и по кругу, и поворотными рядами справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем, изнаночная петля, лицевая петля, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Накид, 3 лицевые петли, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево, лицевая петля, изнаночная. Переснимаем маркер и повторяем раппорт узора. Изнаночная петля, лицевая петля, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые петли, накид,
2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки, 2 петли вместе я провязываю, лицевая петля, изнаночная и кромочная петля у меня в конце ряда, изнаночная бабушкина петля. Вы вяжете кромочные петли, как вы привыкли. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и самостоятельно по рисунку провязываем 4-й изнаночный ряд. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. И при вязании по кругу так, и при вязании поворотными рядами. Накиды провязываем изнаночной петлей при поворотном вязании, а при круговом накиде провязываем лицевой петлей. Я провязала 4-й изнаночный ряд. Здесь только в начале раппорта провязывается лицевая петля, которая была изнаночной в лицевом ряду, и в конце раппорта провязывается лицевая петля, вот она, и в начале раппорта, которая была изнаночной в лицевом ряду. Все остальные петли провязываем просто изнаночными петлями, в том числе и накиды. Также у нас и 2-й ряд вязался, и 4-й. Также будет вязаться и 6-й ряд. То есть лицевую вяжем, все изнаночные петли и в конце раппорта лицевую. Работу разворачиваем на лицевую сторону, 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, изнаночная петля, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе за передние стенки, накид, 5 лицевых петель, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки, с наклоном влево и изнаночная петля. Мы провязали раппорт 1-го и 5-го ряда, повторяем раппорт узора. Изнаночная петля, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе одной лицевой петлей за передние стенки, накид, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево, изнаночная петля. Вот так у нас уже получается узор. 7-й лицевой ряд. В этом ряду количество петель уменьшается, и оно восполняется в следующем лицевом ряду. Кромочную петлю снимаем, изнаночная петля, 2 лицевых петли, 1, 2, накид. И далее нам нужно провязать вот эти 5 петель вместе одной лицевой петлей, вот с этой центральной петлей сверху. Для этого мы при бабушкином способе вязания первые 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Вот так вводим правую спицу справа налево в эти петли, в 3 петли, вот так, и переснимаем их на правую спицу. Вот у нас эта петля центральная, 3-я, 1, 2, 3, 4, 5. Вот это 3-я. Эту 3-ю петлю мы спускаем с правой спицы вот так и возвращаем на левую спицу оставшиеся 2 петли. Подхватываем вот эту 3-ю петлю, которую мы спустили, и также возвращаем ее на левую спицу. Теперь она у нас оказалась сверху. Вот дорожка петель,
косичка. И вот эта третья петля сверху. И далее идут 4 лицевые петли. И теперь все эти 5 петель лицевых мы провязываем одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так расширяем немножечко эти петли. Вводим правую спицу справа налево во все эти петли и провязываем их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так у нас получается. Вот такая косичка сверху. Третья петля у нас оказалась сверху. Мы провязали 5 петель вместе с центральной лицевой петлей сверху. А теперь я покажу, как при классическом способе вязания провязать 5 петель одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Я располагаю эти 5 петель классически, то есть правая дужка петель у меня будет перед спицей. Вот так. Правая дужка петли, вот петля, ее правая дужка перед спицей. То есть петли расположены у меня классически. Для того, чтобы провязать 5 классических петель с одной центральной лицевой петлей сверху, я поступаю следующим образом. Первые 3 петли я переснимаю на правую спицу, заводя правую спицу в эти петли слева направо. Сначала в третью петлю, потом во вторую, потом в первую. Вот так. Как будто бы я хочу их провязать одной лицевой петлей. Но не провязывая, переснимаю их на правую спицу. Вот так. Теперь я поменяла местами эти петли. У меня находится первая петля вот здесь, в начале, потом идет вторая и третья петля в самом конце, вот здесь, на правой спице. И теперь следующие 2 петли, четвертую и пятую, провязываю лицевой петлей вместе, одной лицевой петлей. На правой спице у меня 3 переснятые петли и 1 провязанная. И теперь переснятые петли по очереди набрасываю на провязанную петлю. Подхватываю провязанную петлю у меня расслаивается ниточка и набрасываю на провязанную петлю. Следующую петлю подхватываю вот так и набрасываю на провязанную петлю. И последнюю петлю подхватываю и набрасываю на провязанную петлю. Вот так у меня получилась вот такая косичка здесь лицевых петель ровная. То есть центральная петля у меня получилась сверху. Я уже так и оставлю, не буду бабушкиным способом переделывать эти петли, перевязывать. Провязываю дальше накид. Далее идут 2 лицевые петли, 1, вторая петля и изнаночная петля в конце раппорта. Переснимаем маркер, повторяем раппорт узора. Изнаночная петля, 2 лицевые петли, изнаночная, 5 петель вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я переснимаю первые 3 петли вот так, ввожу правую спицу справа налево в эти 3 петли, переснимаю их на правую спицу. Вот эту крайнюю петлю, это центральная петля, спускаю с правой спицы, возвращаю на правую спицу оставшиеся 2 петли, подхватываю ту петлю, которую я спустила, и также возвращаю на левую спицу. И теперь провязываю все 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, одной лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу во все эти петли,
подхватываю нити и провязываю их вместе. Вот так. Вот такая косичка сверху ровная получается. Далее у нас накид, 2 лицевые петли, изнаночная петля и в конце ряда кромочная петля у меня изнаночная бабушкина. Мы провязали 7 лицевой ряд. Вот так уже у нас узор смотрится. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем 8 лицевой. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем 8 изнаночный ряд по рисунку. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, изнаночная петля, 3 лицевые петли, накид, лицевая петля. Это там, где мы провязывали 5 петель вместе. Вот эта центральная косичка у нас. Провязываем здесь лицевую петлю. Далее у нас накид, 3 лицевые петли и изнаночная петля в конце раппорта. Повторяем раппорт. Изнаночная петля, 3 лицевые петли, накид, лицевая петля, накид, 3 лицевые петли, изнаночная петля в конце раппорта и кромочная петля изнаночная. Мы провязали 9 последний лицевой ряд раппорта узора вверх в высоту. Разворачиваете работу на изнаночную сторону и по рисунку провязываете 10 изнаночный ряд самостоятельно. И далее повторяете узор в высоту с 1 по 10 раз. Нужное количество раз. На этом у меня все. Друзья, спасибо всем за внимание. Спасибо всем за добрые лайки, за комментарии. А я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Вот так узор смотрится с изнаночной стороны. С изнаночной стороны узор гладкий. А с лицевой стороны слегка такой рельеф. Вот здесь, где мы провязывали по 5 петель вместе. На этом у меня все. Пока-пока. До новых встреч. Надеюсь, узор вам понравился.